Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это настоящие новости страйкбола. Поехали! Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rules. Компания StrikeArt поделилась информацией с тестов нового гранатомета для темной стороны АТ-4, предназначенный для стрельбы выстрелами игла. Корпус алюминиевый, навесные элементы из прочного листового пластика. Плечевая подушка из мягкого полиуретана. Прочное и долговечное покрытие Raptor. Благодаря длинному 920 мм стволу иглы летят на дистанцию более чем 170 метров. А еще в пробной версии этого гранатомета есть сразу 3 ствола, соответственно, одновременно в гранатомет можно зарядить до 3 выстрелов игла. Вес 5,5 кг. Сейчас производитель думает, стоит ли сделать шаг в сторону эффективности, оставив 3 ствола, или все-таки сделать более антуражную одну зарядную версию. Серийное изделие мы с вами, скорее всего, увидим в начале 2021 года. Ориентировочный ценник называют в районе 20-25 тысяч рублей. А еще StrikeArt тестирует подствольный гранатомет AK Style. По сути, это тот же M-Style, но по форме напоминающий ГП-30. С креплениями на заводские посадочные места AK с фиксацией шомполом. Совсем скоро эта модель будет запущена в серийное производство. Ценник обещает как у M-Style, то есть 3300 рублей в версии под тюльпан и 4900 рублей в версии с электроподжигом под чекист. А еще StrikeArt показали страйкбольную версию гранатомета AGS-17 с ленточной подачей, стреляющей тюльпанами. Боевое крещение прошло на прошедших сутках на броне. Это первый в мире автоматический страйкбольный гранатомет со скорострельностью 200 выстрелов в минуту. С вашего позволения, я не буду переводить эту цифру в рубли. Гранатомет разработан мастерской Центр Механика. Да, это те самые ребята, про которых я уже говорил. Разрабатывался гранатомет в тесном сотрудничестве с компанией StrikeArt. Этот гранатомет будет выпускаться серийно. И первую серийную версию, скорее всего, мы увидим уже в первом полугодии 2021 года. А вот цену мы, скорее всего, узнаем уже в конце этого года, после всех испытаний. Уже существующая версия стреляет выстрелами тюльпан, но прямо сейчас ведется работа по переводу этого гранатомета на выстрелы чекист. На прошедших сутках на броне компания Tagin тоже не теряла времени и провела финальное тестирование своего миномета Dominus. Во-первых, были полностью отстроены прицельные приспособления, во-вторых, финализирована задержка срабатывания мины, ну и, что немаловажно, освоена система целеуказания через приложение SeatRep. Если кто не знает, это приложение было разработано организаторами игр Privatka Club для эффективного управления боевыми единицами в рамках игры. Мы, кстати, тоже используем это приложение на наших играх. Например, на последней нашей игре «Заря Арбалет» это приложение использовалось не только как инструмент для управления стороной штабами, но и для реализации некоторых сценарных задач. Следующая игра от нашей орггруппы называется «Заря Рапира», и она пройдет весной 2021 года. Сценарий и все остальное для проведения игры уже готово. Ссылку на игру, кому интересно, я оставил в описании. В Airsoft Rules пришла большая поставка от Tokyo Marui. Снова в наличии огромное количество пистолетов от этой марки. И по непонятным мне причинам почти на все эти позиции действуют скидки. Еще в каталоге Airsoft Rules замечена готовая проводка для приводов от StrikeArt. Если вы вдруг не знали, то да, StrikeArt делает проводку для приводов. А еще в Airsoft Rules появился большой ассортимент фонарей от Armitec. Это очень качественные фонарики под разные задачи от российского производителя. Acetec показали новую насадку для подсветки трассерных шаров Lighter R. В целом она похожа на другие насадки от Acetec, но при этом она одинаково хорошо подсвечивает как зеленые, так и красные трассерные шары. Если вы вдруг не в курсе, трассерные шары красного цвета обычно очень плохо подсвечиваются, их практически никогда не видно, из-за чего их обычно не допускают в ночную фазу на игры, где использование трассеров обязательно. Но Acetec, похоже, могут это изменить. Кстати, большая поставка трассерных насадок от Acetec недавно была в магазине Airsoft Sports. Lighter R там, конечно, пока нет, но зато там есть все другие модели, в том числе Lighter BT, которая тоже неплохо подсвечивает красные трассерные шары. Правда, для этого нужно изменить режим подсветки в приложении для смартфона Acetec. Да, эта трассерная насадка может настраиваться с помощью приложения для смартфона. Более того, при использовании этого приложения можно пользоваться этой трассерной насадкой как хронографом, что бывает на самом деле очень полезно.
Компания EMG выпустила реплики рукояток Slim Strike Industries M4 Grip для AEG приводов и линейку моторов, которые помещаются в эти рукоятки. Ширина рукоятки всего 27 мм. При этом у покупателей есть выбор сразу из 4 вариантов мотора в зависимости от того, в каком приводе вы собираетесь использовать эту рукоятку. Тяговый мотор на 30 тысяч оборотов в минуту, рассчитанный на 11,1 вольтовый аккумулятор. Тяговый мотор на 18 тысяч оборотов, рассчитанный на 8,4 вольтовый аккумулятор. Супер тяговый мотор на 19 500 оборотов и рассчитанный на 8,4 вольтовый аккумулятор. И супер тяговый мотор, рассчитанный на 11,1 вольтовый аккумулятор и способный выдавать 40 тысяч оборотов в минуту. В магазин Airsoft Store приехала большая поставка от King Arms, ICS и G&G. Из наиболее интересных новинок можно выделить ручной страйкбольный гранатомет М79 от King Arms в компоновке обрез, классический пистолет-пулемет MP5 от ACS, я знаю, многие его ждали, ультрасовременный CXP Mars PDW-9, также от ACS, страйкбольная ГБВ-версия пистолета Sarsilmas SAR-9 от ACS, весьма интересный пистолет-карабин SMC-9 от G&G, ну и, конечно же, огрызок калаша G&G PRK-9, известный в народе под суровым именем «Сутулая собака». LCT продолжает развивать линейку дополнительного обвеса для приводов АК-серии. Линейка с каждым месяцем обрастает новыми репликами обвеса от Zenit, и судя по последним экземплярам, что попадали ко мне в руки, эти реплики очень и очень приличные. Маркировок там, конечно, нет, но зато народ говорит, что часть деталей можно использовать не только на страйкбольных игрушках. У LCT наконец дошли руки до обвеса PP19 Витязь. Владельцам этих приводов теперь тоже есть из чего выбрать. Если очень хочется, то можно поставить даже деревянное цевье. 2020 год у LCT можно смело назвать годом обвеса для всего и вся. Не так давно отгремел форум «Армия-2020», на котором производители стрелкового оружия тоже показали свои новинки. О них расскажет наш специальный корреспондент Иван Савин. Иван, тебе слово. Рад приветствовать подписчиков и гостей канала Red Army Airsoft. Меня зовут Иван Савин с канала Военный обзор. У меня есть несколько эксклюзивных новостей специально для вас. В магазин экипировки Orion Spec прибыла большая поставка цельнофрезерованных гирбоксов третьей версии Хабаровск от Combat Union. Стенки изготовлены из цельных кусков алюминия D16T на высокоточных станках с ЧПУ, благодаря чему очень надежны и долговечны. Стенки имеют пазы фиксации пружин для удобства сборки, совместимы с калашами практически всех основных производителей типа Цимы, LCT, Yendel, а также с приводами AUG и G36 серии от Umarex и Tokyo Marui. Цена комплекта 5000 рублей. Ссылка в описании. На прошедшем недавно форуме «Армия-2020» концерн Калашников представил новый ручной пулемет под калибр 5,45×39 с ленточным питанием РПЛ-20. Данный пулемет, в отличие от РПК-16, не является инициативной разработкой концерна Калашникова. Разработка ведется по запросу Министерства обороны. О принятии пулемета на вооружение пока говорить рано, так как впереди длительный период испытаний и госприемки, в ходе которого пулемет будет неоднократно изменяться. Интересная тенденция. Корпус морской пехоты США отказывается от М249 в пользу М27ИР, некого аналога РПК, в то время как в российской армии наоборот отказывается от РПК-74 и грезят о своем М249. Также концерн на основе отзывов из вооруженных сил и силовых структур разработал новые модульные приклады, которые уже прошли госиспытания и теперь будут устанавливаться на все, начиная с ПП «Витязь», продолжая АК-12 и вышеупомянутым РПЛ-20. Купить приклад также сможет каждый. Также в следующих партиях АК-12 появится новый целик и новая пистолетная рукоять со скобой спускового крючка. Так что пора ждать от Арктуруса и ЛСТ новую версию АК-12. А все те, кто уже приобрел свой собственный страйкбольный АК-12, поздравляю, у вас устаревшая версия. Завод имени Дегтярева, сокращенно ЗИД, показал всем желающим новый автомат со сбалансированной автоматикой Корт 6P67 и Корт 6P68. Дедушкой которого является АЕГ-971. Автомат принят на вооружение и уже поставляется в части СПН. После показа на Армии-2020 в официальной группе НПО АЕГ всплыла вот такая схема. Инсайдеры сообщают, что НПО АЕГ ведет переговоры с заводом имени Дегтярева о создании лицензированной версии страйкбольного 6P67
и АЕК-971, но это не точно. Всех желающих ознакомиться с новинками, показанными на Армии 2020, приглашаю на свой канал «Военный обзор». Там есть подробное видео о всех экземплярах. Спасибо за внимание. Пока. Забавная новость. В прошлом году компания MBC решила по каким-то причинам запатентовать Molly Minus. И несмотря на всю абсурдность такого действия, у них это даже получилось. First Spear, Blue Force Gear и 5.11 нервно курят в сторонке. И вот в этом году патент компании Raid на Molly Minus был оспорен в суде и отменен. Об этом свидетельствует вот этот документ. Теперь российские производители снова могут свободно производить изделия со стандартным интерфейсом Molly Minus. Кстати, о Molly Minus. В начале этого года Ars Arma выпустила очень легкий низкопрофильный бронежилет, вес которого без плит составляет всего 620 грамм, в котором применяется как раз таки технология Molly Minus. В качестве основного материала жилета используется оригинальная ткань Squadron, а в качестве интерфейса крепления подсумков Molly Minus система дизайна Ars Arma. От стандартных вырезов Molly Minus она отличается неполной вырубкой отверстий. Это сделано для того, чтобы в варианте без подсумков в жилет меньше набивалась грязь. Ну и возможно это было как-то связано как раз таки с патентом. Бронежилет предназначен для размещения плит гранит 2 и 3 размера, Ford Гоплит и Гладиатор, а также плит стандартно SAPI L и M. Жилет модульный и совместим с различными передними панелями, баллистикой и модулями дополнительного бронирования. CRW показали новый стальной слайд P320 ProCut для M17 от VFC. В сети стали появляться видеообзоры MP443 Grudge от Raptor Airsoft. В основном это, конечно, детали внешнего вида, но наглядная демонстрация работы затвора тоже есть. Впрочем, ничего нового. Мы уже год рассказываем про этот пистолет. Ждем, когда он наконец приедет в Airsoft Rus. Намного менее очевидная и более интересная новость от Raptor. На своей странице на Facebook они показали работу MP443 в режиме полностью автоматического огня, пояснив, что такая версия была сделана для теста в рамках работы над другим пистолетом. Несложно догадаться, что речь, скорее всего, идет про АПС. Похоже, на улице любителей российских пистолетов перевернулся грузовик с пряниками. Сначала LCT намекает на то, что они начали работу над АПС, а теперь еще и Raptor. Поживем, увидим. В каталоге Airsoft GI появился газовый дробовик с 2 стволами от Jack Arms. Судя по описанию, этот дробовик может стрелять по 3 шара, по 6 шаров, по 9 шаров и по 12 шаров, что делает из него, наконец, нормальный дробовик. Корпус металлический, резервуар с газом находится в прикладе. Ценник аж $295, что очень небюджетно. В Екатеринбурге открылась первая бесплатная секция по спортивному страйкболу для юниоров Unistrike, то есть для игроков от 12 до 18 лет. И да, вы не ослышались, секция бесплатная. Unistrike организована Федерацией страйкбола Свердловской области при поддержке фонда президентских грантов. Первые занятия будут проходить в страйкбольном клубе Дельта. Главный тренер секции – капитан команды Black Swan. Для тренировок закуплены pp-19 Витязь от LCT, маски с двойной линзой и боевые пояса с быстрыми подсумками от Airsoft Rus. Места в секции, насколько я знаю, все еще есть. Ссылка, если вам интересно, в описании. Мастерская «Уголок Скруджа» работает над репликой российской спутниковой радиостанции R187P1 Azart. В качестве основы может использоваться начинка от недорогих раций, например, от Baofeng. Портативные радиостанции Azart сейчас используются Министерством обороны Российской Федерации. Соответственно, такая рация может быть интересна игрокам, которые моделируют современные российские войска. Modify планирует начать выпуск магазинов для ГББ пистолетов с боевым клапаном Tanio Koba CO2 Wolf. Фишкой этого клапана является то, что с одной стороны он увеличивает стабильность выхлопа и долговечность работы, но с другой стороны обеспечивает несколько меньший выхлоп в сравнении со стандартным CO2 клапаном. К примеру, если со стандартным клапаном выхлоп был примерно 100 метров в секунду, то с клапаном Tanio Koba выхлоп будет примерно 90 метров в секунду, но более стабильный и будет работать дольше. Polar Star работают над адаптером приклад баллона для MP5 Kurz. Если у вас вызывал отторжение вид М4 с баллоном, то просто представьте, что будет с вами, когда вы увидите Kurz с баллоном. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, не забывать подписываться на канал, жать этот гребаный колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Евгеньевич. До скорого!